А вы знали, что если в Беларуси случится масштабный блэкаут и по всей стране отключат свет, вы рискуете остаться не только без заряженных телефонов, но и без воды в кране? Это чистая правда. Все, что делает жизнь белоруса комфортной, отопление, водоснабжение, канализация, все это работает на электричестве. А что будет, если Беларусь накроет блэкаут, как было, например, в Испании в 2025-м? Почему наши города могут остановиться из-за отключения света? И можно ли подготовиться к такому сценарию? Давайте разберемся, пока электричество еще есть. Система ЖКХ в Беларуси существует не в вакууме. Это огромная экосистема, работоспособность которой зависит от сотни внешних факторов. От тарифов на свет и топливо, от того, как быстро транспортники подвезут запчасти и не встанет ли поставка из-за очередной бюрократической задержки. На ЖКХ напрямую влияет погода, а точнее непогода, когда шторм срывает линии электропередач, а целые города остаются без отопления. Влияет экономика, ведь без денег не будет ремонта, а без ремонта не поедет лифт. И, конечно, влияет политика. Санкции могут перекрыть доступ к нужному оборудованию, а международные партнерские программы, наоборот, открыть доступ к новым технологиям, инвестициям и более современной инфраструктуре. ЖКХ – это как большой механизм, где тысячи деталей крутятся одновременно. И сломать эту махину могут как внутренние проблемы, так и внешние. Наша белорусская система сейчас работает довольно устойчиво. Но эксперты Альянса «Зеленая Беларусь» насчитали как минимум 5 внутренних рисков, которые потенциально могут эту систему расшатать. Первый и самый главный риск – зависимость от света. Практически все коммунальное хозяйство Беларуси завязано на электричестве, поэтому один масштабный блэкаут может обернуться коммунальным хаосом. Без электричества в Беларуси спустя время насосы перестанут качать воду, котельные греть и дальше по цепочке. Именно поэтому объекты ЖКХ в нашей стране относятся к категории ответственных потребителей. Их обязаны отключать в последнюю очередь. Есть еще зависимость – топлива, благодаря которому Беларусь отапливает квартиры, школы, заводы и все остальное. Сейчас топлива хватает, но если с ним начнутся перебои или цены резко вырастут, наши котельные не смогут работать в полную силу. Кадровый голод – проблема, которая сегодня касается почти всех сфер в Беларуси. В ЖКХ эта проблема стоит не так остро, но если отток специалистов усилится, могут быть последствия. Без нужного количества обученных специалистов аварии, что очевидно, будут устраняться дольше, а качество услуг начнет падать. Плюс придется оперативнее обучать новых коммунальщиков, а это дополнительные расходы из бюджета. В Беларуси чисто, это факт. А знаете ли вы, что вся система, которая отвечает за обращение с твердыми отходами, свалки, переработка, сортировка, так вот, вся эта система полностью зависит от госбюджета. Почти все предприятия в этой сфере государственные, поэтому между собой они не конкурируют. Часть заводов ТКО сегодня работает на износ. Оборудование старое, мощности на пределе. Да, система не дает сбоев, но именно из-за отсутствия конкуренции у предприятий нет стимула модернизироваться, а значит и развиваться. Потенциально в Беларуси могут быть проблемы даже с водой из-за загрязнения источников и их нехватки. И этот риск тоже надо учитывать, пусть он и далек от реальности прямо сейчас. А еще есть вещи, на которые коммунальщики никак не могут повлиять в моменте. И один вариант – не уронить все ЖКХ в случае таких шоков, быть к ним готовым. Речь о внешних рисках, а именно землетрясения, ураганы, наводнения, любые природные катаклизмы. Так, землетрясение в японском Кобе в 1995 году уничтожило более 200 тысяч зданий, а ураган Сэнди в 2012 году затопил нью-йоркское метро и оставил без электричества часть Манхэттена. Сюда же протесты, экономические кризисы, пандемии. Так, во время ковида города по всему миру столкнулись с перегрузкой больниц и ростом безработицы. Развиваются и киберугрозы, когда городские системы становятся мишенью хакеров. Возможно ли подобное в Беларуси? Кажется, история учит нас, что сейчас возможно вообще все. И не только в нашей стране, но и во всем мире. И как быть в таких случаях? Давайте посмотрим. После наводнения в Нью-Йорке городские власти укрепили дамбы и модернизировали системы водоотведения. А после ковида многие страны запустили программы финансовой поддержки. Когда в 2005 году в Лондоне случились теракты, в городе установили тысячи камер и внедрили системы распознавания лиц. Угрозы могут прийти с самых неожиданных сторон, но мировой опыт показывает, что к ним можно и нужно готовиться заранее. В Беларуси этот опыт тоже стоит изучать, если мы хотим, чтобы наши города оставались устойчивыми.
Система ЖКХ в Беларуси сейчас довольно устойчива и стабильна. И кажется, именно в этом кроется главный риск. Ведь часто вместо того, чтобы продумывать стратегию на годы вперед, Беларусь тушит пожары, то есть решает проблемы здесь и сейчас. А эта стратегия, как показывает практика, губительна. Чтобы система ЖКХ могла пережить любые потрясения, нужен не один антикризисный звонок, а продуманный долгосрочный план. Например, план, который составили эксперты нашего альянса. Уже сейчас Беларуси нужно защитить ключевые объекты ЖКХ от масштабных отключений электричества, оснастить их автономными генераторами и создать запасы топлива хотя бы на 72 часа. Уже сейчас нужно проверять состояние теплосетей и вовремя менять изношенные трубы, а также иметь круглосуточные бригады для экстренных выездов, чтобы аварии не превращались в катастрофы. Уже сейчас нужно заняться ливневками и, наконец, создать дренажные системы, чтобы города не затапливало после каждого дождя. Уже сейчас нужно думать о кадрах, о том, как удержать специалистов и вырастить новых сильных экспертов в сфере ЖКХ. Например, поднять зарплаты и выбить льготы для сотрудников. Уже сейчас нужно искать новых поставщиков топлива и модернизировать котельные, чтобы они могли работать на разных видах топлива, а не зависеть от одного источника. И уже сейчас нужно подумать о том, как привести систему ТКО к модернизации и просто быть готовыми к тому, что все может пойти не по плану в любой момент. Помните, что мы говорили в начале, что белорусская ЖКХ не живет в вакууме? Так вот, чтобы система оставалась устойчивой не только сейчас, но и в будущем, нужно не только чинить трубы и покупать генераторы. Важно выстроить вокруг нее нормальную экосистему, без лишней бюрократии, при стабильном финансировании и поддержке со стороны государства и бизнеса. Устойчивое развитие ЖКХ возможно только тогда, когда вместе работают децентрализация, прозрачность, инновации и инвестиции. Иначе система рискует застрять в хроническом кризисе с косметическим ремонтом, когда уже нужен будет капитальный.